Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 10 марта, воскресенье. Вы знаете, сегодня необычайно важный день для многих людей. Почему? Да просто потому, что сегодня у нас с вами новолуние. И новолуние у нас с вами не простое, а новолуние сегодня у нас с вами в знаке зодиака Рыбы. Новолуние достаточно очень важное. Такое именно новолуние в соединении с планетами бывает всего лишь раз, наверное, в жизни. И давайте вместе с вами сегодня постараемся провести этот день достаточно умиротворенно, благополучно, изобильно. Старайтесь сегодня уделять внимание и своим финансам, своему здоровью, своему благополучию, своему дому, потому что это день, который может заложить фундамент, основы для вашего будущего. Не только на один день, месяц, а на всю вашу жизнь. Поэтому обязательно прослушайте это видео от начала до конца. Также, девочки и мальчики, очень важно, чтобы вы сегодня проговаривали определенные волшебные слова, которые сонастроены с энергией новолуния в знаке зодиака Рыбы. Эти слова, они помогут вам сонастроиться с энергиями Вселенной. Именно эти слова очень хорошо говорить после того, как наступит новолуние. А сегодня он у нас с вами наступит, если вы смотрите утром это видео, наступит в 12 часов по московскому времени. Наступит новолуние в знаке зодиака Рыбы. На что сегодня вам обязательно стоит обращать внимание. Итак, сегодня этим новолунием также и, друзья, управляет планета Нептун. А это что нам дает? А сегодня нам дает это возможность мечтать, загадывать желания, визуализировать картинку своей идеальной жизни. Конечно же, ничего в нашем материальном мире нет идеального, но мы с вами должны к этому стремиться. Поэтому еще один момент. Сегодня у нас с вами еще и Уран принимает участие, а это поддержит нас благоприятным аспектом. Поэтому сегодня очень важно, чтобы вы прислушивались к своей интуиции, наблюдали за снами и в дневное время, в вечернее время, за знаками Вселенной, потому что будут сегодня подсказки. Сегодня 10 марта и еще и 11 марта. У каждого это будет по-своему проигрываться, но ваша же задача быть на позитиве, быть на созидании, на творении. Потому что именно это новолуние, оно поможет вам, потому что это новолуние, это не только рождение новой луны, но это и появление новых задач, новых целей, новых желаний. Люди начинают просыпаться и видеть все другими глазами. И вот это новолуние в знаке зодиака Рыбы подтолкнет нас, чтобы мы начали изучать свой внутренний мир, старались единиться с собой, находили гармонию, веру, отзывчивость. И это очень важные моменты в жизни каждого человека, потому что ввиду того, что происходит, все идет на разрушение. К сожалению, так построен сейчас вот те, кто это все затеяли, к сожалению, они построили то, чтобы много чего нарушить, уничтожить и так далее. Поэтому наша с вами задача сегодня отправлять во Вселенную энергию созидания. Подумайте о том, возможно, у вас есть какая-то мечта, у вас есть какое-то желание, но обязательно она должна быть в созидательном русле, в добром русле. Даже если у вас мечта отправиться где-то в путешествие, подумайте о том, какое это должно быть у вас путешествие, сколько это будет, вам нужно будет денег заиметь, что вы привезете из этого путешествия. То есть не просто так, я полечу или поеду туда-то и туда-то, а вы должны именно, что вы внутренне для себя заимеете в своей жизни, потому что если вы просто так, как многие говорят, мне нужно просто отдохнуть. Вы знаете, слово «просто отдохнуть» это звучит некорректно, особенно когда сейчас выходят энергии на первый план, потому что если вы обращали внимание, что только как вы запланируете что-то, да, всем расскажете, и у вас ничего не получается. Поэтому энергии, они врываются в вашу жизнь и начинают именно делать все по-другому. Поэтому ваша
задача стараться проработать так, чтобы это было во благо не только себя, но и развития вашего было. То же касается, например, кто-то мечтает, например, получить какую-то информацию, да, пройти какие-то курсы, тренинги, познакомиться с какими-то интересными людьми. Просто задайте себе вопрос, для чего это мне? Как я это могу использовать в своей жизни? Кроме того, сегодня день очень хорош для тех людей, кто увлекается творчеством или кто занимается напрямую творчеством, и это является его основным заработком. Ну, например, нейрографика, музыка, танцы, у кого-то это рисование. Сегодня вот ваш день, когда вам нужно просто брать и начинать это делать. Даже если, например, вы не профессионально занимаетесь музыкой, танцами, но вы включили телевизор или включили какую-то песню, музыку, вы захотели танцевать, обязательно это делайте сегодня. Не стесняйтесь своих желаний, потому что наше тело, оно подключается в этот момент очень важно к энергиям Вселенной. И если вам в этот момент приходят какие-то мысли, у вас какие-то появляются желания, возможно, мечты, обязательно их запишите, вы посмотрите, через полгода вы начнете это постепенно реализовывать. Также обращаем ваше внимание, что помощником вот этого новолуния, будем так говорить, является планета Нептун. А что она нам, друзья, дает? Это нам говорит о том, что у людей будет очень много сегодня эмоций. Поэтому сегодня очень важно фильтровать все то, что приходит в вашу жизнь. Очень много, может быть, информации идти через всевозможные мессенджеры и всевозможные фейки, непроверенная информация. Обращаем ваше внимание, что сегодня очень легко даже поделать уже с помощью нейросетей, поделать человеческий голос, мимику и так далее. Поэтому, пожалуйста, внимательны, будьте осторожны, не впадайте ни в коем случае крайность, потому что Нептун, он, знаете, будет вас проверять. У кого-то, наоборот, сегодня будет лень, апатия. У людей сегодня могут появляться слезы через край, депрессия. Очень важно, чтобы вы не поддавались вот этим негативным, так называемым желаниям. Не стоит сегодня ностальгировать о чем-то своем прошлом, горевать. Вот то прошло, ушло, но и слава Богу. Значит, есть то, что придет в вашу жизнь и откроет эту жизнь по-новому. Знаете, как снова откроется новая страница, новая книга, и вы начнете заново. Не бойтесь тех изменений, которые не идут. Вы должны понимать и то, что 2024 год – это год, который бывает раз в 60 лет. Это особенный год для многих людей. Да, для кого-то это тяжелый год, для кого-то он легкий, для кого-то он даже денежный достаточно. Здесь зависит от того, как человек готов воспринимать ту или иную информацию, насколько он готов меняться. То есть, если вы не принимаете вот те изменения, которые происходят в вашей жизни, ну, например, вы работали условно 10-15 лет на своей работе, каждый день приходили, у вас рабочий день был с 9 до 6, и вы знали, что вам какие ваши были прямые обязанности, и вы с ними справлялись, все было отлично. И в один день приходит хозяин и говорит о том, что теперь ты будешь, например, это еще дополнительно делать, не обязательно за деньги, да, у нас как-то так вот не принято доплачивать, но вы этого против. Почему вы против? Потому что вы не знаете, вы боитесь, вы никогда не разбирались, и, соответственно, вы начинаете впадать в депрессию, вы начинаете расстраиваться, и это с каждым днем, этот снежный ком увеличивается. Поэтому, если в вашу жизнь стучатся новшества, какие-то инновации, какие-то изменения, принимайте их с радостью. Наоборот, благодарите своего ангела-хранителя, высшие силы, Вселенную за то, что это дается вам. Даже если вы сейчас проживаете на тех территориях, где происходят какие-то не очень хорошие действия, ищите себя, не бойтесь, не думайте о том, что все, мир остановился. В любом случае, солнце заходит, и каждое утро оно нам светит. Вне зависимости от того, хотим мы этого видеть, слышать, или у нас погода не позволяет. Но солнце, поэтому и вы также должны с любовью это все принимать. Поэтому сегодняшний день, он очень важен для многих людей. Поэтому, пожалуйста, не впадайте в апатию, в депрессию, в слезы.
Кроме того, старайтесь сегодня и завтра, 11 марта, ввиду того, что у нас с вами еще и в новолуние появляется Сатурн, он что нам дает, друзья? Он дает нам то, что каждый из нас должен соблюдать букву закона. Даже если вам что-то не нравится, вы чем-то недовольны, вы считаете что-то неправильно, или идет трактовка неправильного там, каких-то законов, подзаконных актов и так далее, ваша задача ни в коем случае не идти легкими путями. Вот если вы знаете, что вам нужно пройти определенные этапы в жизни, да, по закону, правильно оформить, сделать и так далее, пожалуйста, делайте. Не ищите легкие пути, потому что придет момент, и когда вся правда вскроется, и не очень будет приятно. Да, хочется иногда побыстрее, чтобы решить все свои вопросы, закрыть, но, знаете, всему в свое время, поэтому без этого никак. Кто прочувствует достаточно сильно это новолуние? Ну, конечно же, рыбы. Уважаемые рыбы, для вас это новолуние, оно вообще необычайно важное. Почему? Потому что вы 10-11 марта можете как проявить себя, и вы можете показать себя как личность, как человек, который чего-то умеет добиваться, делать и так далее. Далее, девы, пожалуйста, вам сейчас очень для вас важная задача – это общаться с людьми, сотрудничать с другими людьми, не закрывайтесь в себе. Наоборот, идите на общение, идите на компромисс. Кто еще? Близнецы, стрельцы, у вас есть определенные свои какие-то планы, вам нужно обязательно, вот именно вам подстраиваться под перемены, даже если вы считаете, что так не должно быть. Мир достаточно сильно сейчас меняется, и мы уже даже год назад говорили о том, что происходят достаточно сильные изменения в материальном мире, но ввиду того, что происходят еще и другие определенные обстоятельства, не все люди еще видят то, что происходит. Поэтому, пожалуйста, старайтесь, знаете, вот поезд едет, и нужно успеть забежать, да, в последний хотя бы вагон, и вот так нам нужно сделать. То есть не ждите следующего поезда, потому что его просто на все может и не быть. То есть ищите те возможности, которые могут появляться в вашей жизни. Также обращаем ваше внимание, что март, апрель, май этого года, это вот будут ключевые годы, там еще будут, но вот именно в ближайшее время вот эти месяцы, они будут ключевыми. И многие люди очень, знаете, вот как проснутся после глубокого сна и увидят, что что-то они не так делали, не так жили, не так говорили, не так мыслили. Кто-то поймет и осознает, что он все это время находился под влиянием той информации, которая, знаете, вот такая, как пустышка. И ваша задача не расстраиваться, а просто продолжать двигаться, искать пути выхода из тех ситуаций, потому что те люди, которые вот на данном этапе в жизни, они живут эмоциями, они начинают всякие гадости писать, заниматься дезинформацией и так далее. Обращаем ваше внимание, что вы сами себя закапываете в такое большое, громадное, вонючее болото. Выходите из него. Перестаньте слушать только одну сторону, начинайте слушать все вокруг. И если нет информации недостаточно, а ее недостаточно ввиду того, что она очень часто бывает закрыта по определенным условиям, вам нужно стараться найти эту информацию и вообще включайте свое критическое, друзья, и стратегическое мышление. Это очень важно, потому что когда оно у вас включено, когда вы работаете, когда, например, вам с телевизора начинают или через какие-то сайты начинает вам говорить определенную информацию, да, и если у вас включено критическое, стратегическое мышление, то вы начинаете задать вопрос, а почему это так? А что, разве так? А если это так, то это должно быть так. А почему сейчас тогда это не работает? И так далее, и так далее. Потому что многие процессы в нашей жизни взаимосвязаны. Девочки и мальчики, обращаем на это ваше внимание. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны сейчас, будьте осторожны. Также старайтесь быть поменьше в тех местах, где происходит скопление людей. При этом это касается не только какой-то определенной страны, это касается и всего мира. Также старайтесь быть подальше от воды. Это очень важно. От воды, это все, что связано с водой, потому что могут происходить определенные события.
Это будет по всему миру происходить, к сожалению, поэтому если вы там надумали где-то отдыхать и так далее, то будьте немножко внимательными, осторожными, изучайте как, что, это очень важная информация. На что еще стоит обратить, друзья, внимание, это на то, что вам нужно сейчас повышать свои вибрации, это очень важно, поэтому если в вашем окружении есть люди негативные, злые, недовольные жизнью, которые считают, что их всех обидели, что их не понимают и так далее, уходите от таких людей, потому что с ними вы ни кашей, ни мира, ничего не сварите. Ваша сейчас задача находиться вот в том состоянии, чтобы понимать и осознавать, что же для вас важно и нужно. Мир меняется, еще раз, и он достаточно сильно меняется. И если вы не готовы, если вы вот застряли вот в феврале 2022 года, или у вас вот остались мысли до 2022 года, и вы не видите ничего другого, остановитесь. Вот просто остановитесь, потому что вы сами тянете себя и свою семью на самоуничтожение. К сожалению, мы это уже видим, потому что то, что происходит и будет происходить, недостаточно печально. Поэтому, наоборот, старайтесь абстрагироваться от любого негатива, который только возможен. А он, знаете, вот к многим людям прямо стучится. Знаете, вы закрываете дверь, они через окна. Вы закрываете окна, они через печь, через трубу, да, печную и так далее, и так далее. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны и осторожны. И мы сказали о том, что сегодня очень важные слова. Их нужно произносить, вы можете сейчас их произнести, но очень важно, когда наступит пик самого новолуния и уже после. Эти слова звучат следующим образом. Я открываю свое сердце для любви, я привлекаю в свою жизнь благополучие и вдохновение. Моя сила непрерывно растет, и я наполняю этот новый цикл своей жизни светом и положительными переменами. Вот эти слова, пожалуйста, начинайте произносить с 12 часов дня по московскому времени. Они очень важны для вас. Вы подключитесь к вибрациям высших сил, Вселенной, и даже у вас начнут происходить. Многие люди пишут о том, что они начали проводить те практики, которые мы их просим прописывать в комментариях, и их жизнь начала меняться. И некоторые пишут, мы боимся уже, потому что в моей жизни мне предложили новую работу, а я не знаю, что мне делать. Или мне предложили переехать, или я что-то там узнала, мне это не нравится. Почему так? Потому что вы вступаете, вы должны понимать, что вы вступаете с нами на новые вибрации. Но чтобы убрать и жить в другом, вот прекрасном, чудесном мире, иногда нужно пройти какие-то моменты. Они не всегда, к сожалению или к счастью, хорошие. Поэтому будьте готовы, и поэтому вот эти слова обязательно, друзья, пропишите в комментариях к этому видео. Мы всем желаем сегодня прекрасного, друзья, и чудесного дня. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь, ставьте лайк. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ.